Друзья, приветствую вас! И мы продолжаем наше путешествие сознания в исследовании, скажем так, нашего внутреннего мира и мира внешнего. И в этом видео мы переходим к познанию мира ментального. Я надеюсь, вы уже просмотрели предыдущее наше видео, и мы не будем долго объяснять, долго останавливаться на этих моментах. Просто продолжим. И я предлагаю сразу исследовать его через практику чувства знания. Ну а дальше мы уже перейдем непосредственно к объяснению, чему он соответствует. Итак, готовим наши ручки. Я готовлю левую, женщины правую. Перед этим хорошо отдохнуть, немножко успокоиться, настроиться на восприятие тонких вибраций. И мы нашим сознанием настраиваемся на информацию, которая излучает этот мир. И наша ручка, как локатор, воспринимает эту информацию. Я не буду долго останавливаться на нем. Кому нужно, можно поставить видео на паузу или просто себе даже на листочке написать. Просто почему здесь лучше на доске? Потому что когда человек уже знает, о чем он говорит, он точнее выразит это на изображении, и изображение будет больше соответствовать. Итак, мир ментальный. Здесь он уже идет полегче, чем предыдущие миры. Здесь уже появляется такая некая прозрачность, некая такая белизна, можно сказать. На руке чаще всего он отображается вот активизацией вот этой вот зоны, то есть подушечки под нашими пальцами. У меня еще он обычно отображается вот нижней частью пальчиков. Здесь мир более тонкий, более приятный. Это мир идей, мир информации, мир знаний. И в принципе, когда человек находится на резонансе с этим миром, это уже то, что называется человек интеллигентный, то есть intelligence. И здесь уже человек живет по неким моральным принципам, основываясь на неком знании, но этот мир не лишен своей, скажем так, эгоистической природы. Этот информационный мир не лишен уже некого уплотнения, искажения информации. И в нижних слоях мира, кто хочет, может для себя сделать такое исследование, как бы условно разделив этот мир на две части, исследовать нижнюю часть и верхнюю. В нижних частях мира можно услышать такую грубую категоричность, грубую такую прямолинейность. Человек может быть такой уверенный, он умный. Здесь такие могут быть нотки такого тонкого превосходства, которое выражается уже не через физическое насилие какое-то, а такое уже более интеллектуального свойства. И ну, это по сути то, что нужно познать об этом мире. Здесь он, скажем так, более легкий для восприятия.
И развитая часть общества человечества находится на соответствии с этим миром. Что самое интересное, верхний ментальный мир, он уже непосредственно, если помните, по структуре, по лестнице миров, как начиналось наше путешествие, он уже фактически граничит с миром духовным. Здесь нужно, кстати, проговорить тот момент о том, чтобы вы понимали, что эти границы, они условные. Они скорее для того, чтобы мы для себя понимали некую такую разницу. Но по сути это некая такая плотность. Где-то появляется определенное состояние присутствия искажения, которое отображается человека в состоянии эго. Но это некая плотность, которая от абсолютной истины исходит к, скажем так, более плотному состоянию. И деления эти условны. Так вот, верхняя часть ментального мира, она уже непосредственно граничит с миром божественным. И здесь можно услышать уже некую такую вот легкость, некую такую вот, скажем, воодушевление. Цвета этих миров уже более стабильны, они не мигают, как мира более низких миров астральных. Они имеют такие уже более выраженные, скажем так, постоянства. Этот мир можно увидеть как золотистый цвет, желтый. Он может, кстати, представляться и другими цветами более стабильного характера, так как это, мы проговорили, это мир идей. Очень много учителей, гуру находятся своим сознанием именно на этом, на соответствии этого мира, потому что это мир знаний. Но это также мир и категоричности. И если человек не понял, из какого источника давались эти знания, если он не уловил эту суть резонанса с точкой-источником, а точкой-источником является Бог, то само знание, само формальность, даже исполнение, даже, скажем так, исполнение самых благих каких-то действий, намерений, оно все равно не является соответствием божественному. Очень много церквей и духовных организаций как раз вот находятся на этом мире. Причем он часто такой комбинируется с волевым состоянием, но это мы уже будем позже разбирать. И они как бы говорят, вот у нас вот Библия, у нас вот там Гита или еще какая-то книга, мы вот живем в соответствии там, и так далее. Но по сути это то, о чем говорил Христос, когда Он пришел, Он говорит, вы книжники и фарисеи, да, вы читаете Писание, да, вы ему следуете, но вы следуете ему формально, вы не нашли истинную эту вибрацию, соответствие в себе и не выразили ее. И вы уже как люди, получившие этот опыт этого соответствия, можете для себя отличать, откуда исходит то или иное знание, то или иное учение, та или иная организация. Да, здесь уже немножко труднее, но я думаю, в дальнейшем нашем познании вы разберетесь и будете для себя уже четко это определять. Продолжим в следующем нашем видео.